Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня новый хобби-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной. Приятного вам просмотра. Я сегодня раскрашивала, когда, знаете, поняла, что вот когда-то брала на пробу Vista Artista акварельные карандаши, также точно такой маленький набор Kohinoor Mondeluz и 6 цветов сонет. Ну, для того, чтобы попробовать, потестировать и выбрать, что же взять в большем количестве. И в итоге победили Монделузы. Я взяла 72 цвета. Они мне до сих пор очень нравятся. К тому же у них есть такой плюс, что можно заказать что-то поштучно. Вот. Но вот сейчас, спустя какое-то время, я понимаю, что на тот момент, когда я выбирала, я не знала некоторые, не все грани акварельных карандашей, я как бы знала. И, наверное, если бы я выбирала вот сейчас для себя большой набор, я бы, наверное, выбрала именно Vista Artista, потому что эти карандаши, на мой вкус именно, на мои запросы гораздо лучше, чем Монделузы. Потому что если сравнивать, во-первых, эти карандаши я могу использовать, их же вообще используют для смешанных техник, да, все карандаши акварельные. То есть можно чисто как карандаши, можно как с размытием, можно с частичным размытием. Но дело в том, что многие акварельные карандаши мне не нравятся, как выглядят без размытия. Какие-то карандаши как раз размываешь, и они мне не нравятся после размытия. Это вот, например, ашановские. А вот эти получаются идеально. Для меня, когда ими раскрашиваешь, как обычными карандашами, и не размываешь, то по ним и не скажешь, что это акварельные. При этом они мягкие, классные. Размываются они очень хорошо везде, потому что Монделузы не везде размываются классно. Но я вообще сейчас поняла, что для некоторых техник, опять же, вот я тут раскрашивала разные там узоры, еще что-то. И я могу сказать, что для некоторых техник Монделузы не подходят в принципе, а вот эти подходят идеально. Так что вот здесь у меня уже, давайте я даже покажу карандаши. Ой, у меня здесь получается, что не все, что ли, я с кухни принесла. Да, не все, надо сейчас пойти взять еще с кухни карандашики. Тут желтого нет. Но, как видите, я их очень хорошо подточила. У меня даже в наборе с Монделузами такого нет, хотя я их использую довольно-таки часто. Вот. Но суть в том, что здесь очень тоже интересные цвета, и даже 12 цветов мне вполне хватает. И я думаю, что когда они у меня совсем закончатся, а я их сейчас активно использую, я их все-таки приобрету еще. И, наверное, возьму больший набор. И, как ни странно, мне понравились вот эти фломастеры Стам. Я их брала за 30 с копейками вот в Ашане когда-то. А сейчас там лежала в кровати, что-то раскрашивала. И поняла, что вот некоторые цвета, во-первых, желтый, он очень такой яркий, насыщенный, вот, как видите. Очень понравился цвет. Мне еще очень понравился серый цвет, хотя я сейчас посмотрела на выкраски на другой бумаге, когда я их только купила. Серый цвет немножко по-другому выглядел. Сейчас он изменился, я бы сказала, но и тогда он был интересный, и сейчас вот стал, видите, такой серо-зеленый какой-то. Они хоть немножко бумагу скатывают, но легко по бумаге скользят, хотя все еще и от бумаги зависит. И, в
В принципе, я ими довольна. Я поняла, что вообще-то они мне, как ни странно, понравились. У меня тут уже закончился красный и закончился, по-моему, оранжевый. Причем прям вот до белого пишущего узла я использовала. Ну что я раскрашиваю ими, я вам покажу потом в отдельном видео, не знаю, в этом месяце или в следующем, может быть. Ну, посмотрим, как пойдет дело. Конечно, очень упаковка удобная. Я тут, пока ехала в Ашан, на МЦК раскрашивала. Так что вот. Канцелярия ко Дню Святого Валентина. Гирлянды. Брелки. Тетрадки. Много всего интересного. Раскраски тут вроде все одни и те же. Но, правда, от Линды Тейлор. Что-то новенькое, или я просто забыла. Нет, по-моему, я такое еще не видела. По крайней мере, я точно не листала. Но тут столько мелкотни. Хотя, если это вот реально так раскрасить, заморочиться, будет очень даже миленько. Бумага здесь не белая, не гладкая, она такая шероховатая. И сейчас скажу, тонкая, не тонкая. Ну, в общем-то, средненькая. По 145 рублей они здесь. Тут вот акварель по 45 рублей. Пеналы. Пеналы по 10. Мелкие. Ручки по 29. Бумага. Клей. По 11 рублей папки. Может быть, даже еще у меня такая есть, но может быть я еще даже одну возьму. Сгодится для чего-нибудь. В Ашане я приобрела от Эрих Крауза вот такую папку за 11 рублей, как, в общем-то, и было видно на видео. Я ее выбрала. У меня уже такая есть. Я не знаю, посветлее, потемнее или точно такого же цвета. Мне даже кажется, я еще не использовала. Но пусть будет, потому что такие цвета я люблю. Ну и за 11 рублей это очень выгодная покупка. Папки всегда для чего-нибудь пригодятся. Сейчас я думаю, чтобы мне пораскрашивать.
Сейчас выберу и вернусь к вам. В этом влоге я решила затронуть раскраску Марии Тролли. В час заката в том месяце раскрашивала вот эту иллюстрацию. Ну и сейчас подумаю, что можно здесь еще такого пораскрашивать. Сейчас полистаю, тоже выберу. Вот эта раскраска больше всего у Марии Тролли мне нравится. Она прям моя любимая раскраска. Вот, по сути, единственная, которая мне так нравится. Ну вот можно было бы, конечно, сделать, раскрасить такую иллюстрацию с птичками. Даже, скорее всего, я это сделаю. Потому что, ну, я люблю вот такие вот развороты, конечно, уютненькие. Но, наверное, да, уже сделаю. Тут разворот с другой стороны. Тут, смотрите, грибочки. И нету птичек. Может быть, вот это раскрашу. Да нет, пусть уже будет вот это, чтобы тему с разворотом закрыть. Так, ну а чем раскрашивать? Да пусть будут уже опять же те же самые Брауберг. Потому что, например, брутфунеры, там настолько такой большой набор. Я вот, кстати, поняла. Коробка, вот это все вытаскивать напрягает меня. Рыться в коробке, где дервенты, призмы и тому подобное, тоже неохота. Так, сейчас я немножко опущу камеру и давайте с вами приступим. Ну, может быть, единственное сейчас... Ага, сейчас я достану Берлинга. Вот эти вот, то, что тоже мне, кстати говоря, дарила Оксана. Спасибо огромное. И я раскрашу вот здесь вот. Сейчас слегка подточу, потому что тоненькие такие веточки. Ну вот правда, у Марии Тролли в этой раскраске прям наиболее такие, ну, мне лично интересные иллюстрации. Я сейчас с огромным удовольствием раскрашиваю и вне плана. Наконец-то я позволила себе раскрашивать что-то, знаете, такое вообще без камеры. Это тоже очень здорово. Классно расслабляет. Когда мы, например, или с Оксаной болтаем по WhatsApp, или я что-то смотрю, мне прям очень нравится. Или вот тоже на МЦК, когда ехала, вне плана красила. Вот. Я это даже не снимала на камеру, и я даже не знаю, когда покажу, в этом месяце или в следующем. То есть пока еще не решила, хотя я для себя запишу, когда я это раскрасила, чтобы уже потом можно было сказать, в каком месяце, но не факт, что в этих итогах покажу. Вот. Ну, на то есть причины. Очень тоже мягкие карандаши. Ну, у кого есть, тот знает. Они кайфовые. Зеленые оттенки здесь, конечно, вот, у Берлинга не вау. Хотя, смотря с чем сочетать. Отличный мэджик. Очень удачный. И дополняет вот эти трехцветные
Kids Fantasy и Коханур. Так. Ну, наверное, теперь листочки раскрашу. Думаю, какие. Ну, а я, кстати говоря, вот эти разложила в своей последовательности, ну, по номерам. Я бы так сказала. Не знаю, мне почему-то захотелось так сделать. Ну, как, я бы, может быть, и не раскладывала, просто мне тут потребовалось много разных цветов, и я все это вытащила, ну и уже забыла последовательность. Безусловно, можно было посмотреть видео с посылкой от Оксаны и эту последовательность восстановить, но пока решила так. Посмотрим, понравится мне или нет такая последовательность. Если нет, тогда как было положу. Тоже хорошие карандаши, прям, знаете, так, рука тянется к ним. Ну и из-за того, что, конечно, набор маленький, но вот мне этого количества за глаза, как говорится, хватает. Я вот даже реально понимаю, что, ну, большое количество карандашей лежит, где в наборе их много, и, ну, не знаю, нет такой в них нужды. Так. Угу. О, вот так лучше. Вот они практически везде ложатся очень мягко. И я так уже много иллюстраций в разных раскрасках использовала. Так что тоже могу советовать, кто ими интересуется. Очень неплохие. У меня там фоном ушастик. Хулиганит, скулит. По своей подружке скучает. А гулять они будут вместе еще только недели через 2. Не раньше. Этот вынос мозга уже надоел. Ну, то есть я, конечно, ему сочувствую, все дела, но вот как-то так. Успокоительное я ему даю по нескольку раз в день. Для меня, конечно, как для любителя тишины, это прям что-то с чем-то. Потому что я прям очень люблю тишину. Чтобы все было тихо, размеренно, спокойно. А он уже даже ночью начинает скулить. Очень неприятно. Ну и хвостатая подруга его тоже. Говорят, ходит ночами по квартире, двери открывает. Ну вот, видимо, они хоть на разных этажах, а чувствуют друг друга. Хоть уже на балконе запереть. Не, ну шучу, конечно.
У меня так это вообще невозможно, потому что на балконе чистота и порядок. Это не вариант. Ну и зима всяко. Хотя за такое поведение надо бы. Я вот еще помимо того, какие акварельные карандаши у меня есть дома, я много чего тестировала и в магазине, и вообще там дорогих карандашей. И все-таки да, акварельные это Vista Artista, наверное. Никогда бы не подумала. А вот как повернулось дело. Именно Vista Artista понравились. Извините за шум. Приходится иногда ушастика так немножечко подтолкнуть, чтобы не скандалил. Но это бесполезно. Сейчас ему надо будет корвалол давать. Иначе это безобразие так и будет продолжаться. Я сегодня даже встала поздно, потому как, это невозможно было ночью. Ну, в общем, как-то так продвигается дело. Видео буду завершать. Если оно понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Заходите в Инстаграм 3 семерки рыжие 3 восьмерки. Кстати, в феврале вообще будет много чего нового и интересного. Благодарю вас за просмотр, желаю вам здоровья, хорошего настроения, вдохновения, уютных раскрашивательных вечеров. До скорой встречи, всем пока-пока!